Когда мегаполисы исчезают под водой, в любой момент привычные города на побережье могут превратиться в настоящие города-призраки. Представьте себе Нью-Йорк. Улицы Манхэттена заполнены соленой водой, небоскребы отбрасывают тени на затопленные станции метро, а по центральному парку плывут лодки вместо привычных прогулок. Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США рассчитали, если все ледники Антарктиды и Гренландии растают, уровень мирового океана поднимется почти на 230 футов. Манхэттен, Бруклин и Квинс будут под водой, а статуя Свободы превратится в памятник, едва выглядывающий из волн. Та же участь ждет Лондон. По расчетам британского геологического общества, при исчезновении ледников вода затопит районы Вестминстер и Саут-Уарк. Большой Бен и Вестминстерское аббатство окажутся на небольшой отрезанной от суши полосе, где когда-то гуляли туристы. В Париже Эйфелева башня превратится в маяк среди воды, а Лувр уйдет под волны, скрыв свои шедевры от взгляда человечества. В Токио метро и скоростные трассы быстро окажутся непригодны. Здание станции Синдзюку будет полностью затоплено, а знаменитые японские автострады покроют слой морской воды. В Китае миллионы жителей Шанхая придется эвакуировать. Огромные кварталы города скроются под водой, а современные бизнес-центры останутся лишь на цифровых картах архивов. Это не гипотетика. Подобные перемены уже происходят в маленьких масштабах. Например, часть Майами-Бич каждый год уходит под воду во время сильных приливов, и власти вынуждены строить временные дамбы прямо на улицах города. Но в случае полного таяния ледников это станет повседневной реальностью для сотен мегаполисов по всему миру. Если представить, как в течение нескольких десятилетий океан постепенно забирает то, что люди строили веками, становится понятно. Первые города-призраки будущего уже стоят на границе исчезновения. Но если мегаполисы еще смогут строить дамбы и бороться за выживание, то есть и земли, чья судьба фактически предрешена. Целые страны могут навсегда исчезнуть с карты мира. Пока мегаполисы еще могут надеяться на дамбы и современные технологии, для ряда стран бегство от воды невозможно в принципе. Маленькие островные государства в Тихом океане уже сейчас теряют свои земли. Например, Республика Кирибати — это всего 33 крошечных острова, раскиданных на огромных просторах океана. Подъем уровня воды всего на 3 фута, который, по прогнозам ученых, возможен в течение ближайших десятилетий, приведет к затоплению большей части территории. Жители Таравы, столицы Кирибати, уже сегодня сталкиваются с регулярными подтоплениями, а школы и жилые дома строят на сваях, надеясь выиграть у океана хотя бы несколько лет. Мальдивские острова — еще одна страна на грани исчезновения. Большинство островов возвышается над океаном меньше, чем на 7 футов. Уже сейчас местное правительство закупает земли в Австралии, чтобы переселить туда жителей, потому что защитить архипелаг от наступающей воды невозможно даже с помощью бетонных стен. Полинезийское государство Тувалу, где высшая точка суши, менее 15 футов, регулярно страдает от штормовых приливов, которые заливают школы, поля и дороги. Тысячи жителей вынуждены покидать родину, потому что вода уничтожает не только дома, но и питьевые ресурсы и сельское хозяйство. Бангладеш, несмотря на свои огромные размеры для развивающейся страны, также рискует потерять значительные территории. Значительная часть страны расположена в дельте Ганга и Брахмапутры, всего в нескольких футах над уровнем океана. Уже сейчас здесь строят дамбы на сотни миль, но полностью защититься невозможно. По оценкам ООН, если уровень моря поднимется на 3 фута, почти 30 миллионов человек останутся без крыши над головой. В Африке Гамбия, самое маленькое государство на континенте, почти полностью лежит в низменности вдоль одноименной реки. Даже небольшой подъем уровня воды приведет к затоплению плодородных земель и деревень. А на Карибах, на Барбадосе, песчаные пляжи уже уносятся штормами, а прибрежные районы регулярно теряют по несколько ярдов суши за сезон. Каждая из этих территорий при глобальном таянии ледников исчезнет первой. На месте целых стран появятся лишь рифы и подводные холмы. Однако даже самые крупные континенты не останутся прежними. Изменения затронут миллиарды людей и сами очертания Земли. Как изменится континентальный облик Земли? Когда уровень мирового океана поднимается почти на 230 футов, привычная карта Земли перестает существовать. На спутниковых снимках будущего исчезают привычные очертания побережий, а целые части материков растворяются в синих пятнах. Южная Флорида превращается в цепь островов. Вместо шоссе I-95. Только тонкие полоски суши, усеянные останками высоток. Хьюстон, Новый Орлеан и большая часть Луизианы под водой, а береговая линия США отодвигается на десятки миль вглубь страны. На европейском континенте Северная Германия, Дания и Нидерланды теряют большую часть своих территорий, несмотря на века борьбы с морем. Амстердам исчезает, и его каналы теперь лежат на глубине. Вместе с сотней других старинных городов. Южная Англия превращается в архипелаг,
а Париж становится прибрежным городом с морским горизонтом, где раньше были поля и деревни. В Азии поднимающаяся вода захватывает Бангладеш почти целиком, продвигаясь на север к Индии и поглощая огромные рисовые поля. Большая часть дельты Меконга и окрестности Хошимина оказываются затоплены, а дельта Янцзы в Китае превращается в громадную лагуну. В Австралии исчезает вся северная прибрежная линия, а города Дарвин и Кернс становятся подводными руинами. Африка теряет части Египта, дельта Нила исчезает под толщей воды. Западная Африка меняет очертания. Прибрежные районы Сенегала, Гамбии и Нигерии затоплены, а столицы перемещаются дальше вглубь континента. На западе Южной Америки значительная часть Аргентины и Уругвая уходит под воду, вместе с районами вокруг устья реки Ла-Плата. В Бразилии исчезают низменности вдоль Амазонки, появляется новый залив, а внутренние районы становятся новыми берегами. Антарктида после полного таяния своих ледников частично освобождает сушу, появляются новые острова и полуострова, где раньше лежал только вечный лед. Северная Канада и Сибирь становятся более теплыми и обитаемыми регионами, а вдоль новых побережий возникают протяженные мелководья, идеальные места для будущих гаваней и портов. Пока привычные материки теряют огромные части суши, океан создает новые карты, архипелаги из бывших горных хребтов, острова на месте старых холмов. Все это уже моделируют современные ученые. Институт НАСА ежегодно обновляет глобальные карты риска, чтобы помочь городам готовиться к переменам. Хотя эти карты пока остаются цифровыми прогнозами, совсем скоро они могут стать путеводителем для нового мира, в котором привычные границы перестанут существовать. Но больше всего археологов и историков тревожит то, что исчезнет не только суша. Вместе с ней под водой окажутся древние сокровища и памятники, которые человек веками стремился сохранить. Пока на глазах исчезают целые континенты, вместе с ними под воду уходят и уникальные памятники истории. В Египте под толщей соленой воды навсегда окажутся руины Александрии, древние портики, колонны Клеопатры и остатки знаменитого маяка, одного из чудес света. В Италии затопление прибрежных районов Венето приведет к тому, что вся Венеция вместе с площадью Сан-Марко, базиликой, дворцом Дожи и старинными мостами растворится в лагуне, став новой Атлантидой для будущих водолазов. В Камбодже знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват окажется на границе огромного разлива. Воды озера Тонлесап соединятся с морем, и древние башни, возведенные 12 веков назад, исчезнут под блестящим слоем воды. В штате Луизиана та же судьба ждет сохранившиеся форты времен французской Луизианы. Старинные кирпичные крепости превратятся в подводные рифы, где вместо туристов будут жить рыбы и моллюски. Грецию и Турцию ждет затопление части древних античных городов. Эфес, Милет и прибрежные руины Трои исчезают под новыми морями. На территории Мексики Юкатан лишится старых городов майя, таких как Тулум, который стоит прямо на скале у воды. Вода размоет фундамент, и уникальные фрески уйдут в пучину. Испания теряет подводные пещеры Альмерии, расписанные тысячелетия назад первыми людьми. В Соединенных Штатах неизбежно затопление прибрежных фортификаций и маяков, которые столетиями служили ориентиром для судов. Например, исторический форт Самтер в Южной Каролине, где началась гражданская война, станет популярной точкой для подводных туристов. В Бангладеш знаменитые мечети Багерхата, внесенные в список наследия ЮНЕСКО, потеряют свои минареты под напором вод Бенгальского залива. Почти все археологические раскопки, расположенные близко к морю или на равнинах, окажутся недоступны навсегда. Древний Карфаген, руины Тира и Сидона, части Рима недалеко от побережья. Все это превратится в подводные города, защищенные только толщей воды от времени. Останется лишь надеяться, что современные технологии позволят исследовать хотя бы часть погребенных сокровищ. Ведь с исчезновением этих памятников человек теряет не только физический облик прошлого, но и целые пласты знаний о себе. Но изменения, которые несет за собой мировой потоп, не ограничиваются историческими утратами. Вместе с исчезновением городов и памятников запускается цепочка катастроф, которая уже напрямую сказывается на климате, экономике и жизни людей по всей планете. Когда огромные пространства суши исчезают под водой, меняются не только карты и наследие. Запускается целая цепочка катастроф, в которую мгновенно вовлекаются климатические процессы и мировая экономика. Растопление ледников высвобождает не только воду, но и миллиарды тонн углекислого газа и метана, которые тысячелетиями были заперты в вечной мерзлоте.
В атмосфере резко возрастает концентрация парниковых газов. Климат становится неустойчивым, и на планете участились разрушительные ураганы, тропические штормы и засухи. Прибрежные ураганы приобретают гигантскую силу, сметая все на пути. Так, ураган Катрина в Новый Орлеан разрушил целый город, а в будущем такие катастрофы могут случаться ежегодно в новых зонах. По мере исчезновения плодородных дельт, Нила, Ганга, Меконга, целые регионы теряют почвы для земледелия. Урожаи гибнут не только от соленой воды, но и от ускорившихся засух во внутренних областях. Экспорт риса, пшеницы, кукурузы падает, мировые цены скачут, а сотни миллионов людей лишаются доступа к продуктам. В США исчезновение Калифорнийской долины или Луизианы лишает страну значительной части аграрного экспорта, а в Азии страна вроде Вьетнама практически полностью теряет свои рисовые поля. Параллельно с этим поднимается температура воды в Мировом океане. Кораллы гибнут, исчезают рыбы, миллионы работников рыбной промышленности теряют средства к существованию. Порты и города, построенные на торговых путях, должны строить новые гавани далеко вглубь суши. Это миллиарды долларов потерь и сложных инфраструктурных решений. Плотины и электростанции, рассчитанные под старый уровень моря, оказываются бесполезны или даже разрушены, вызывая перебои в электроснабжении на целых континентах. Перемещение огромных масс людей начинается лавинообразно. На месте затопленных стран и штатов очереди беженцев, десятки миллионов ищут новые дома. Штаты во внутренней части США внезапно становятся сверхнаселенными. Города в России и Канаде принимают миллионы переселенцев из бывших прибрежных регионов, а страны, у которых остается хотя бы часть суши, строят стены и пропускные пункты по новым границам. Цепочка экономических шоков охватывает практически все отрасли, от сельского хозяйства до страхования, от строительства до логистики. Биржи лихорадят, исчезают инвестиции в привычные зоны, а бюджеты целых государств уходят на ремонт дамб, переселение, эвакуацию и восстановление инфраструктуры. Многие крупные компании переносят штабы, теряют тысячи сотрудников, а прибрежные производства ликвидируются навсегда. Этот мир, где все зависит от капризов воды, становится непредсказуемым и дорогим для жизни. Но даже на фоне глобальных кризисов у людей остается единственный маршрут — искать новые решения там, где вода еще не затопила берега. Ведь перемещение миллиардов, строительство новых городов и попытки найти выгодные стороны в изменившемся мире — это лишь начало новой главы истории, где земля под ногами всегда в шаге от исчезновения. Где будут жить люди, если их дома окажутся под водой? В условиях, когда уровень воды поднимается почти на 230 футов, привычная миграция превращается в глобальное переселение народов. По оценкам специалистов ООН, более 2 миллиардов человек оказываются под угрозой затопления жилья. Потоки беженцев начинают двигаться с побережий Бангладеш, Китая и Вьетнама вглубь материков. На севере Индии вдоль Гималаев возникают новые города. В регионе, где прежде почти никто не жил, селятся миллионы переселенцев с дельты Ганга и Брахмапутры. Правительство Индии объявляет о строительстве гигантских лагерей и экстренных программ по трудоустройству, чтобы не допустить массового голода и беспорядков. В Северной Америке крупные мегаполисы на побережье исчезают, и потоки жителей устремляются к зонам Великих озер, в Монтану и Вайоминг. Города Миннеаполис, Денвер и Чикаго моментально разрастаются. Внутри них экстренно строятся новые жилые кварталы, школы и клиники. Строительные фирмы получают государственные контракты на миллиарды долларов, создавая временные лагеря для сотен тысяч семей. В Канаде, где раньше большую часть года господствовал холод, строительство движется на север. Вдоль берегов Гудзонова залива появляются новые поселения для беженцев из затопленных районов Торонто, Монреаля и Ванкувера. В Австралии поток беженцев с севера концентрируется вокруг городов на юге. Мельбурн и Аделаида становятся мегаполисами, где местное население удваивается за несколько десятилетий. Власти выкупают угодья в пригородах, чтобы строить многоэтажные районы для новых граждан, переселенных с затопленных Кернса и Дарвина. Даже в традиционно малонаселенных штатах Южной Австралии и Западной Австралии появляются новые крупные города. В Европе, когда побережья Нидерландов, Германии и Франции уходят под воду, миллионы людей стремятся в Польшу, Чехию и на Балканы. На дорогах формируются огромные колонны машин и автобусов, а вблизи крупных рек строятся временные жилища. В России расширяются города за Уралом. Новосибирск, Омск и Красноярск становятся международными центрами для беженцев из прибрежных районов Европы и Азии. В населенных пунктах за полярным кругом возводятся новые школы, больницы и порты, потому что сюда перебираются миллионы тех, кто раньше жил на юге. В Африке миграция движется на высокие плато Эфиопии и восточные районы Кении, Танзании и Уганды. Вдоль великих африканских озер растут города-гиганты, куда прибывают миллионы переселенцев из затопленных прибрежных районов Западной
Западной и Северной Африки. Многокилометровые цепочки палаточных лагерей появляются на склонах Рувензори и Эфиопского Нагорья, где местные власти раздают земельные участки прибывающим. В Южной Америке новая граница проходит вдоль Анд. Столицы перемещаются вглубь страны, и зона вокруг Ла-Паса или Боготы буквально утопает в переселенцах из Аргентины, Бразилии и Чили. Перевалы и высокогорные долины перестраиваются под огромные селения, а дороги модернизируются для пропуска миллионов людей. Глобальное переселение сопровождается строительными бумами и конфликтами за ресурсы. Города на новом побережье появляются за считанные годы. Водоснабжение и продовольствие приходится контролировать из центра. Экономические альянсы пересматриваются. Правительства разрабатывают новые миграционные законы, а ученым поручают искать оптимальные районы для компактного размещения миллионов людей. Так, пока старые мегаполисы и страны исчезают, человечество быстрыми темпами строит новые поселения там, где раньше была лишь тундра или степь. Но эта вынужденная перестройка мира оборачивается не только стрессом. Где-то на новых берегах у одних появляется шанс начать с нуля, а у других использовать изменившийся климат на пользу в совершенно неожиданных сферах. Новые берега, новые возможности, неожиданные последствия всемирного потопа. Когда миллиарды людей перебираются на новые берега, начинают меняться не только границы, но и стиль жизни. На месте старых прибрежных городов быстро появляются плавучие платформы, бывшие нефтяные платформы и баржи превращаются в новые поселения для тех, кто не хочет уходить далеко от старого побережья. В Северной Канаде и Аляске начинают активно разрабатывать полезные ископаемые, которые раньше были недоступны из-за вечной мерзлоты. Дороги строятся прямо по бывшим ледяным полям, а дроны становятся основным способом доставки грузов между удаленными поселками. В Европе на новых морских отмелях голландские инженеры возводят искусственные острова из песка и бетона, создавая защищенные порты для судоходства и рыболовства. В Сибири и на севере России активно строят теплицы с искусственным климатом. На освобожденных от льда землях выращивают овощи и зерно, что позволяет обеспечивать продовольствием миллионы переселенцев. В Китае и Монголии появляются проекты по строительству биоферм и солнечных электростанций на новых прибрежных равнинах, которые раньше были непригодны для сельского хозяйства. Вдоль новых берегов Южной Америки открываются уникальные туристические маршруты, дайверы и исследователи устремляются к затонувшим городам Старого мира, где теперь можно увидеть улицы Буэнос-Айреса или Рио под слоем воды. В Африке прибрежные города на берегу Великих озер превращаются в новые центры торговли и логистики. Международные консорциумы инвестируют миллиарды долларов в переселение производств на внутренние территории и разработку новых портов. В Австралии южные регионы становятся центром инноваций. Здесь открываются кампусы технологических компаний, а бывшие пастбища заселяются людьми и роботизированными фермами. Появляются новые курорты на берегах, которые прежде были малопригодны для жизни. Даже в Антарктиде, где появляются первые города на освободившейся от льда суше, строятся научные базы и туристические деревни. Авиакомпании запускают регулярные рейсы, а ученые исследуют новые экосистемы. Вместе с перемещением людей происходят неожиданные изменения в экономике. Старые столицы теряют влияние, а новые деловые и культурные центры появляются в местах, которые еще недавно считались глухими окраинами. Морские перевозки меняют маршруты, гигантские корабли теперь проходят там, где раньше были леса и холмы. Развивается подводный туризм и археология. Обломки старых городов становятся объектами для новых экспедиций и документальных фильмов. Все эти изменения доказывают, даже катастрофа глобального масштаба приносит не только разрушения, но и неожиданные возможности. Человечество находит свои шансы на новые старты, создает города, пересматривает границы и осваивает территории, которые раньше были недоступны. Этот новый мир уже формируется прямо на наших глазах. Будущее окажется не там, где пролегали старые берега, а на границе воды и суши, где когда-то начинался только океан.